Всем привет, дорогие зрители, подписчики, а также гости моего канала. Я сегодня хочу рассказать о настольной прививке на подвойный саженец. Каждый год появляется все больше и больше различных новинок, которые мы хотим видеть у себя на винограднике. При покупке черенков новинок я одну из почек использую для настольной прививки на подвойный саженец. А оставшиеся почки оставляю на хранение в холодильнике до момента прививок черным в зеленое. Так, давайте приступим. Прежде всего я выкопал наши подвойные саженцы. В данном случае это саженец сорта Кобер 5ББ. Прежде всего выкапываем наши саженцы и укорачиваем корни наших саженцев на 8-10 сантиметров. Отрезаем секатором вот таким вот образом и ставим их на вымочку в ведро с водой в помещении, где температурное значение плюс 20, плюс 22 градуса. Для того, чтобы наши саженцы напитались влагой, восстановили свой привычный баланс. И запускается процесс подготовки к моменту настольной прививки. Наши саженцы 2 дня находились в воде. По прошествии 2 дней мы вынимаем наши саженцы, помещаем в ведро. Корни пересыпаем влагоудерживающим материалом. В качестве влагоудерживающего материала у меня служит кокосовый субстрат. На верхнюю часть наших саженцев надеваем полиэтиленовый пакет. И с помощью ручного опрыскивателя увлажняем, чтобы они не пересыхали. И так они должны находиться на протяжении недели, дней 10, чтобы запустились в ней процессы жизнедеятельности. Это визуально будет выглядеть следующим образом. Наши почки должны набухнуть, что будет свидетельствовать о том, что наши подвойные саженцы готовы к самой прививке. Итак, оставляем на неделю, дней на 10 и будем за ними наблюдать. Наши саженцы находились в течение недели. Видим, у них глазки набухли. Видим, здесь глазок набух, здесь вот глазок набух, что свидетельствует о том, что наши подвойные саженцы готовы к настольной прививке. Пришло время доставать наши привойные черенки. Достаем наши привойные черенки с мест хранилищ, но прежде чем нарезать их на одноглазковые черенки, мы должны измерить диаметр на место будущей прививки на подвойном саженце. Измеряем штангель циркулем и записываем данные на листочек бумаги. И наши саженцы пронумеровываем. Записываем диаметр и подбираем наши привойные черенки, чтобы они соответствовали по диаметру, чтобы при проведении самой настольной прививки не терять время. Обновляем нижние концы наших одноглазковых черенков и помещаем в баночку с водой. Вот таким вот образом. В баночку набираем воду где-то около 2 сантиметров. Этого достаточно. И сверху надеваем полиэтиленовый пакет, чтобы наши черенки не иссушались. И в таком состоянии оставляем на 12 часов при температуре 20-22 градуса. Пока есть время, подготавливаем посуду, в которой будем высаживать наши саженцы. Они должны быть с отверстиями на нижнем конце, чтобы наша земля не закисала. В качестве земли я использую универсальный покупной грунт с магазина. Влажность ее должна быть таким образом, если сжимать в кулаке, чтобы оставался ком и легко рассыпался. Итак, до момента настольной прививки, до завтра. Наши привой с подвоем готовы к проведению настольной прививки. Для проведения настольной прививки на подвойный саженец нам понадобится паинт-маркер, прививочный секатор, ножи, пищевая пленка, раствор гетероуксина. О том, как приготовить раствор гетероуксина, у меня в предыдущем ролике есть. Кому интересно, можете пройти, посмотреть. Также при проведении настольной прививки, в которых существует различное множество способ соединения привоя с подвоем. То есть это может быть на штыф, это может быть косой капулировкой, обычной капулировкой.
Я различные виды рядом в окошке выложу. Кому интересно, вы можете посмотреть, ознакомиться. Способ и техника выполнения зависит от диаметра прививаемых компонентов, и каждый выбирает тот способ, который ему удобен. При производстве на омегообразный шип увеличивается скорость произведения самих настольных прививок. И независимо от способа, какой вы выберете, неизменным остается тот факт, что наши компоненты должны идеально совпадать по камбиальным слоям, чтобы и процесс совпадения между ними был наиболее плотным. Также при выборе секатора выбирайте наш секатор таким образом, чтобы лезвие было из качественного металла. В данном случае, если вам будет попадаться секаторы с черными такими лезвиями, такие лезвия не надо приобретать, они достаточно некачественные. Так, давайте приступим к проведению самой прививки. Наши уже компоненты откалиброваны, я уже их пронумеровал, подобрал по диаметру. Берем наш привой и центруем его секатором таким вот образом. Так вот, центруем. И одним нажатием делаем омегообразный шип, который макаем в раствор гетероуксина. Убираем в сторону. Берем наш подвойный саженец. На подвойном саженце делаем омегообразный. Точно так же его центруем. Тоже макаем его в раствор гетероуксина. И соединяем наши компоненты. При соединении стараемся, если у нас глазок смотрел в одну сторону, то наш глазок разворачиваем в другую сторону. И вот таким вот образом соединяем наши компоненты. После обматываем пищевой пленкой. Один, два, три раза. Пищевая пленка служит, чтобы вместо соединения не попадал парафин, и он служит бандажом, чтобы случайно не сдвинуть наше место с прививки. И путем быстрого обмакивания в расплавленный парафин на буквально 1-2 секунды опускаем, поднимаем и в холодную воду. Считается, прививка выполнена. Сейчас я за кадром точно таким же способом проведу все оставшиеся прививки и покажу, как их высаживать. Саженцы наши привиты. Теперь нужно их высадить в пластиковую 5-литровую емкость. Для этого на дно высыпаем пенопласт. Он служит в качестве дренажа. Высыпаем немного, так буквально, чтобы закрыло дно. И начинаем набирать землю. Вот таким вот образом. Земля у нас в меру увлажненная. Достаточно. Набираем где-то 50% нашей бутылки, емкости. И слегка так немножко рукой притрамбовываем. Берем наш саженец. Устанавливаем ее. Вот таким вот образом. Вот так вот. И засыпаем дальше землей. Буквально засыпаем где-то 3-4 сантиметра вместо наших корней. И вливаем в воду. Буквально грамм 70-80, не больше. Этого достаточно на данном этапе. Основной ошибки многих начинающих виноградарей при выращивании вегетировых саженцев является переувлажнение корневой системы, что чревато загниванием корней. И дальше засыпаем нашу бутылку вот таким вот образом. И слегка так немножко ее притрамбовываем. На этом считается наш саженец высаженным. После того,
как я все саженцы высажу, я вам покажу процесс стратификации наших привитых саженцев. Наши саженцы высажены, мы их укладываем в стратификатор. В стратификатор поместилось 12 саженцев. Вот таким вот образом устанавливаем. Режим стратификации будет следующим образом. Первые 5 дней выставляем терморегулятор на отметку плюс 27 градусов. Следующие 5 дней плюс 26. И оставшиеся 8-10 дней будет температурное значение плюс 24, плюс 25 градусов. Установлено, что образование каллуса происходит при температуре от плюс 14 до плюс 35 градусов. Оптимальными температурными значениями для стратификации является плюс 23, плюс 27 градусов. И в течение дня 5-6 раз через час-два с помощью ручного опрыскивателя мы проводим небольшое такое вот опрыскивание ручным опрыскивателем, чтобы создать повышенную влажность. Устанавливаем шуп датчика на место прививки и закрываем наш стратификатор. В стратификаторе в верхнем окошке находятся наши обычные лампочки, которые служат нагревательным элементом. Вот таким вот образом. Здесь находится терморегулятор. В терморегулятор устанавливаем здесь температурные значения, которые при достижении оптимальных температур включаются и выключаются. Таким образом будем ждать результатов. Всем пока, до новых видео.